Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как же я попала в аниме. Серьезно увлекаться я начала в 10 классе, когда начали крутить более взрослые аниме-сериалы по телевизору. Впечатлившись от увиденного, я хотела еще, но интернет тогда был скрипуч, дорог и медлителен. И вообще очень мало людей знали об этом виде искусства. Но однажды я по каким-то косвенным признакам определила, что моя одноклассница тоже смотрит аниме. И в один день она принесла мне газету с объявлением, что местный аниме-клуб ищет себе новых товарищей. Мы дунули туда сразу после уроков. Руки тряслись, ладошки потели. Это был какой-то подвал. Там стояла очередь из младшеклассниц, которые показывали свои фанарты по Sailor Moon. Из разговора мы поняли, что девочек выпроваживают и предлагают им пойти в соседний клуб по рисованию. Мы заволновались еще сильнее, и когда настала наша очередь, мы молча разложили наши рисунки. Хелсингисты сидят здесь, между йойщиками и начинающими мангаками. Это была победа! Я была так счастлива, что нашла товарищей. Я ходила в этот клуб практически каждый день после школы, и у нас было принято приносить кока-колу на встречи. Порой весь стол главы клуба был завален нашим священным напитком. Мы обменивались мангой, обсуждали новинки и рисовали совместные фанарты. Но самым важным было то, что мы делились аниме с помощью болванок. Флешек тогда тоже не было. В то время аниме передавалось из рук в руки, а смотреть его в дубляже считалось чем-то греховным. Выбора не было абсолютно. Что выдавали старшие, то и смотрели. Зато в основном это было отборное добротное аниме. Наша аниме-комьюнити любила устраивать аниме-нон-стопы в кинотеатрах. То есть на ночь весь зал забивался лютыми анимешниками, и мы играли в викторину между показами. Можно было выиграть разные аниме-став или обменять их на морс-пирожки. Это, конечно, очень локальная тема, но морс с пирожками были местной аниме-валютой, не то что ваш биткоин. Это, конечно, было очень весело, но если ты заядлый хикан и любишь посидеть дома, то такие онлайн-викторины как раз для тебя. Еще одним жирным плюсом для хикарей будет возможность общаться с товарищами по голосовому или обычному чату. И при этом использовать подвижный аватар вместо лица. Это ведь мечта настоящих хики. Запишите этот лайфхак, а ссылочку на приложение я оставлю в описании. Кстати, а как вы много знаете аниме про Россию? В 2009 я посмотрела второй сезон «Темнее черного», и в 3 первых сериях события происходят во Владивостоке, а главную героиню зовут Суо Павлюченко. Это аниме про японского супергероя, который спился в России. А как передан дух России? Российские школы с железными стульями и портретами писателей. А вот по этому учебнику я училась. А вы видели больничку? Крашеные стены и решетки на окнах. Лепота? Даже обклеенные гаражи и кабинеты госучреждений показаны очень атмосферно. И не стоит забывать о вкусняшках. Как же японцы любят рисовать вкусняшки. Ням-ням-ням-ням. И мне повезло летом 2009-го поехать во Владивосток поездом. И флешбеки начались у меня уже с вокзала. Вы только посмотрите на этот пол. А стулья? А надписи? Я как будто реально гуляла в аниме. Но у меня не было гида или хотя бы просто местного жителя. Я просто шла по улицам города и фотографировала по памяти знакомые места из аниме. Кстати, тогда у меня была прическа почти как у главной героини. Но это случайное совпадение. И вот я практически в косплее главной героини из аниме гуляю по ее городу. Что? Я попала в аниме, ребята? Только посмотрите, что будет, если сравнить 2D мир с 3D миром. Это улицы города. А вот набережная. Да это же копировать и вставить. Интересно, а владельцы магазинов знали, что их вывески попали в китайские порномультики? Нет? Смотрите, они сменили время работы магаза. Лол, что? Пишите ваши предположения в комментариях, почему они так сделали. Жаль, что некоторые кадры я так и не отыскала, когда была во Владике. Но вот это место в городе я нашла самостоятельно. И даже сфотографировала его с очень удачного ракурса. Сейчас эту стену снесли, так что это абсолютно эксклюзивные кадры, сделанные мною лично в 2009-м. Повезло, что я могу поделиться ими с вами, а то у меня было не так много друзей, которым нравится аниме так же, как и мне. Хотя в детстве с друзьями было полегче. Можно было нафантазировать приключения, как в Gravity Falls, или завести себе 2D-вайфу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик. Также я буду ждать вас у себя в группе в ВК, чтобы вы могли проголосовать за следующие темы для анимации. Например, вы можете выбрать из таких тем, как «Мои вайфу юности», «Gravity Falls моего детства», «Плохое зрение», «В машину к незнакомцу» или «Тему о длинных волосах».